Всем здравствуйте! Вы находитесь на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать ветчину куриную. У нас в семье называется она «Любимая», потому что все члены моей семьи любят эту колбасу. Мясорубка нам не нужна. Мы взяли 1,5 килограмма грудинки и 1,5 килограмма бедрышек. Грудинку и бедрышки мы нарезаем произвольными кусочками, небольшими, 3-4 сантиметра. Раньше грудинку мы разрезаем вдоль. Мясо обязательно мы перед этим подморозили, потому что температура не должна превышать 8 градусов. Для этого у нас есть градусник. Мы предварительно измерили температуру нашей грудки и работаем. Температура не должна превышать 8 градусов. Нарезаем произвольно наши кусочки, наши грудки. Вот таким способом. Вы видите, мясо подмороженное у меня, потому что это очень важно. Для колбаса любит холод. Причем любая колбаса любит холод. Любые кусочки. Итак, все 3 килограмма мяса мы нарезаем, но соблюдаем режим, температурный режим. Сейчас мы нарежем все мясо. Вот, наконец-то мы нарезали наше мясо. Проверяем температуру в нашем мясе. Температура 0,7 градусов. Отличная температура. Для того, чтобы сделать ветчину, нам нужно сделать предпосол для мяса. Для этого мы используем нитритную соль. Так как мы говорили, это продукт, который будет проходить термообработку, половина нитритной соли, половина столовой соли. Значит, мы берем на вес, на килограмм нашего мяса 20 грамм соли. Половина поваренной, половина нитритной. У нас здесь 3 килограмма, значит 30 грамм мы берем соли поваренной и 30 грамм берем соли нитритной. Пользуюсь я весами ювелирными, они очень удобные. Значит, отмеряем наши 30 грамм. 30 грамм нитритной соли. Все, 30 грамм поваренной соли. Для предпосола мы еще используем сахарочек. Нам нужно сахар с расчета на 1 килограмм 2 грамма сахара. Это нам 6 грамм сахара. Обнуляем, добавляем 6 грамм сахара. Перемешиваем мы эту смесь. И всыпаем в наше мясо. Вот сейчас процесс серьезный, ребята. Мы начинаем вымешивать наше мясо до появления слизи на мясе. Это мезин, который выделяется с мяса, это белок. И нити, волокна, которые склеивают наше мясо. То есть этот мезин – это природный мясной клей. Потому что мы хотим в конце сформировать настоящую монолитную колбасу или ветчину, чтобы при разрезе она не вываливалась и не распадалась. Мешаем мы минут 10 до появления этой слизи. Ну что, мясо у нас холодное, 1 градус. Желательно, если холодно, на руки надеть это теплые перчатки поверху резиновые или использовать планетарный миксер. Планетарный миксер 8 минут вы можете смешивать наше мясо. Начинаем месить наше мясо. Продолжаем тщательно месить это мясо, чтобы наш предпосол распределился равномерно, чтобы каждый кусочек мяса получил
свою смесь. Вымешиваем примерно 10 минут. В процессе вымешивания мои руки замерзли. Я одел теплые перчатки, а наверх большие резиновые перчатки. Вот начинается уже появляться на мясе блеск той слизи, о которой я говорил. Мизина, которая выделяется с наших мышц. Это природный клей мясной, который склеит наши кусочки между собой. И вот появились тоже белые волокна, ниточки такие. Ну, еще минутки 4 мы должны наше мясо вымесить. Я вам советую сначала одевать теплые перчатки, потому что мясо температурой 2 градуса и вымешивать его 10 минут – это сложно, это холодно. Вот наше мясо наконец вымешано. Оно стало липкое. Липкое мясо. Вот мое мясо завакуумировано. Так я могу это мясо положить в холодильник на 24 часа. Ребята, не стоит покупать для этого вакууматор. В той посуде, где вы перемешивали мясо, нужно его просто уплотнить немножко, накрыть пленкой, пищевой пленкой. Но для того, чтобы мясо не окислялось и не обветривалось. И так можно хранить это мясо то же самое 24 часа в холодильнике. Но обязательно, пожалуйста, соблюдайте температурный режим, потому что колбаса любит температуру низкую. В холодильнике 0 плюс 4. Обязательно. Обязательно. Ну все. Ложим наше мясо в холодильник. И встретимся через 20-24 часа. Прошло 18 часов. Мы вынули наше мясо для того, чтобы ввести в наш фарш специи. Влили 300 грамм ледяной воды. Насыпали наши специи. И хорошо-хорошо вымешиваем, пока вода не впитается в наш фарш. Значит, специи у нас так. Начинаем мы с мускатного ореха. 0,5 грамм на килограмм мускатного ореха. 2 грамма на килограмм душистого перца. 1,5 грамма на килограмм черного перца. 2 грамма на килограмм у нас кориандра, 3 грамма на килограмм у нас и 3 грамма у нас на килограмм красного перца. Паприка красная, она дает просто цвет, курица наша даст красноватый оттенок. И мы пользовались, так как мы говорили, нашей нитритной солью. 0,6%. Не бойтесь эту соль. Она не дает развиваться в колбасе или в мясе бактериям. Уничтожает палочкой ботулизма. Только польза от нее, в разумных пределах. Режим. Мясо не должно остывать до 8 градусов. Если вы видите при перемешивании, вы нагреваете мясо руками. Если вы видите, мясо нагревается, 6 градусов, остановитесь, поставьте это мясо в морозилку, подморозите на полчаса, ну и продолжайте дальше работать. И ставим наше мясо в холодильник на 3 часа, для того, чтобы специи наши начали работать. Ну все, мы готовы набивать нашу колбаску. Набили плотно шприц мясом, подвели мясо к концу цепки, чтобы не было воздуха. Замочили нашу пленку коллагенную, завязали с этой стороны, полчаса замачивали пленку, одеваем на цепку и туго набивайте нашу колбасу.
Вот так. Помогайте. Вот так. Опять подтянули, закрутили, уплотнили. Завязали. Вуаля, наша колбаска упругая. Если есть в ней пузырьки воздуха, берете зубочистку, и можно при помощи зубочистки воздух выпустить. Продолжаем дальше. Ну вот, колбаску мы сделали, повесили на осадку, и через 12 часов начнем варить нашу колбаску. Наша колбаса провисела 18 часов в холодильнике. Повесили ее на отепление. Прежде чем варить колбасу, она должна быть комнатной температуры. Мы вставили термометр щуп. Поставили термометр в нашу духовку. Значит, есть 3 этапа варить колбасу. Первый этап – это сушка. Второй этап – это жарка. Третий этап – это варка. На каждый этап есть своя температура. Первая сушка – это духовка работает на 50 градусов. Внутри колбаса должна быть 35-40 градусов. Жарка колбасы – это 80-85 градусов. Внутри колбаса должна быть 57. И варка колбасы должна быть 80 градусов. В духовке в колбасе должно быть 70-72 градуса. Значит, первых 2 этапа мы делаем с конвекцией, включаем верхний и нижний тен. Последний этап, третий, мы выключаем конвекцию, оставляем только нижний тен. И ставим на дно нашей духовки большую кастрюлю с кипяченой водой, потому что мы варим паром. Происходит первый этап варки колбасы, сушка. Духовка на 50 градусов, ждем, когда внутри колбасы будет 35-40 градусов. Ну и при сушке можно периодически открывать наши дверки нашей духовки, выпускать пар. Только при сушке. У нас включен конвекция, тен верхний и нижний. Обязательно контролируйте работу вашей духовки вторым градусником, который стоит в духовке. Если температура больше нужной нам, можно приоткрыть немножко дверьку. Первый этап сушки колбасы завершена. Внутри колбасы 36 градусов. Переходим на режим жарку. Включаем нашу духовку на 80 градусов. И доводим нашу колбасу до 58 градусов. На этом закончится второй процесс варки колбасы. Второй этап у нас закончен. Внутри колбасы 59 градусов. Приступаем к этапу варки колбасы. Мы вскипятили кастрюлю воды, поставили кипяток внутрь нашей духовки, поставили нашу духовку на 78-80 градусов и ждем, когда в колбасе будет 71 градус. В колбасе 71 градус. Колбаса наша сварилась. Сейчас мы должны ее резко охладить. Вот, наконец, мы нашу колбаску подсушили. Только на сухую и теплую поверхность будет ложиться наше копчение. Зажигаем щепу. Когда раздымится щепа, мы закроем крышку и выключим газ. Прошло 8 часов. Наша колбаска стабилизировалась в холодильнике. Равномерно разошлись соки и жиры. Сейчас мы разрежем ее и посмотрим. Оп!
Посмотрите, какой разрез. Вкусная колбаска. Делайте так, как я, и не пожалеете. Очень вкусная и сочная. До свидания. Всего доброго.